Привет всем! Добро пожаловать обратно во вселенную BTS. Это видео, возможно, самое неожиданное видео, которое я сделал с начала этого года. Но из-за нескольких публикаций, которыми Хобби поделился 29 января 2026 года, я просто не смог удержаться и не отпраздновать то, чего совершенно не ожидал раньше. Благодаря Хобби мы узнали, что они ходили поесть вместе с Джимином, который также появился на фотографиях, сделанных Хобби. Таекук, разумеется, сидели рядом за обедом. Это было видно даже потому, как Чонгук выглядел так, будто собирался сесть прямо рядом с Тэхьоном в тот момент, когда они отвлеклись, глядя куда-то позади себя. Я был по-настоящему поражен. Я совсем не ожидал, что Хобби вообще что-то выложит в это время, но увидеть Таекук в таком виде, явно наслаждающихся временем с Хобби и Джимином, но при этом настолько близких друг к другу, что это буквально бросалось в глаза, честно говоря, оказалось слишком тяжело для восприятия. А затем была одна фотография, которая буквально свела всех с ума. Фото, которое будет крайне сложно превзойти. Это снимок, на котором они мило позируют, держась за руки с застенчивыми улыбками на лицах. Я даже не могу описать словами, что почувствовал, когда пролистывал все фотографии, опубликованные Хобби, и внезапно наткнулся на эту жемчужину. Они оба были в зеленых двусторонних бомберах бренда Human Made Hope, части специальной коллекции, созданной в коллаборации с J-Hope'ом. Если бы их целью было лишь показать поддержку Хобби, они вполне могли бы позировать в более крутом или ином стиле. Но вместо этого они выбрали крепко держаться за руки, стоя настолько близко друг к другу, что между ними не оставалось никакого личного пространства. Словно жесты, типичные для пары, были для них настолько привычными, что совсем не казались чем-то странным. Если говорить честно, я не думаю, что смог бы держать за руку просто друга, каким бы надежным он ни был. Поэтому видеть, как Таекук делают это, в контексте, где они, похоже, намеренно выбрали одинаковые куртки, чтобы выглядеть как парный образ, несмотря на то, что существовала аналогичная модель черного цвета, которую один из них мог бы надеть, тем самым прорекламировав оба товара и все равно порадовав Хобби, это то, что мне невероятно трудно забыть. На этом этапе может показаться запутанным тот факт, что Чонгук на обеих фотографиях в одной и той же футболке, тогда как Тэхьон, по-видимому, полностью сменил одежду. Некоторые считают, что фотографии были сделаны в один и тот же день, в то время как другие полагают, что они действительно ходили есть накануне, а затем на следующий день пришли в таких образах, чтобы удивить Хобби своими парными нарядами, тогда как Чонгук просто надел ту же футболку. Если присмотреться внимательнее, на фото, где они сидят за едой, Чонгук одет в черные, вероятно, кожаные брюки, другую куртку похожего оттенка и свою характерную панаму, в то время как Тэхьон был в зеленом свитере и красном шарфе. Поэтому версия о том, что эти моменты произошли в два разных дня, звучит гораздо логичнее, чем предположение о переодевании в один и тот же день, если исходить из того, что они ходили ужинать. Так или иначе, сама мысль о том, что Таекук сделали все это намеренно и даже не пытались скрывать, что держаться за руки для них абсолютно естественно, ощущается как лучший подарок, который мы могли получить в тот день. Я искренне радуюсь тому, что Таекук продолжают доказывать, что их отношения остаются такими же, как и прежде. Чонгук даже демонстрирует то же самое выражение лица, которое было у него тогда, когда Тэхьон сидел у него на коленях в тесном пространстве во время совместного просмотра фильма на самолете. То, как Чонгук сжимает губы, будто сдерживая улыбку, для меня его способ показать, что, вопреки заявлениям неуверенных людей, Чонгук действительно наслаждается свободой делать подобные вещи вместе с Тэхьоном. И совпадение это или нет, мне кажется любопытным, что за их спинами, в том месте, где Тэхьон опирается, держа Чонгука за руку, на задней полке стоят две маленькие фигурки – кролик и медведь. Возможно, Таекук заметили это и решили сфотографироваться именно там, а возможно, это просто одно из тех совпадений, которые делают и без того потрясающий момент еще более особенным. Если мне понадобилось много времени, чтобы оправиться от момента, когда Тэхьон поцеловал Чонгука в щеку на листенинг-партии их альбома, то теперь представьте, насколько невыносимым человеком я стану, снова и снова напоминая людям, что у нас был момент, когда Таекук вели себя как пара, держась за руки. Тот факт, что они не просто скоординировали куртки, но что Тэхьон, по-видимому, надел белую футболку под куртку, точно такую же, как у Чонгука, делает меня еще более взволнованным. Чем дольше я смотрю на эту фотографию, тем сложнее мне ее забыть.
Мы можем представлять Тэкук, держащихся за руки с переплетенными пальцами, или сидящих бок о бок, как мы уже видели множество раз. Но что действительно выделяется для меня, это то, что даже когда по сообщениям ресторану было велено не отмечать их обоих в публикации, которая по сути подтверждала, что они ходили есть только вдвоем, Хобби затем без колебаний отметил их на фотографии, которая говорила гораздо больше, почти так, как будто они супружеская пара. Для меня именно этот контраст и естественность являются самым ясным и значимым массажем. Кроме того, фон этой фотографии кажется очень знакомым, словно это то самое место, где Тэхьон когда-то фотографировал Чонгука незадолго до его отъезда в Катар. Поэтому вполне возможно, что локация действительно та же самая. Тэкук Нейшн всегда присутствует в каждом моменте, и чем терпеливее мы ждем, тем больший подарок получаем за то, что продолжаем верить в то, что видим и чувствуем. Я всегда буду таким человеком, когда речь идет о Тэкук, и никогда не позволю таким моментам пройти мимо. Потому что в конечном итоге та самая шляпа, с которой все началось, оказалась рядом с Тэхьоном, подтверждая моменты, которые мы на самом деле знали уже давно. И в конце концов вы можете представлять их парой в любом виде, каким захотите, но именно здесь они выглядят самыми счастливыми и самыми свободными. И этого уже достаточно, чтобы я ценил их отношения, которые, кажется, становятся только крепче с каждым днем. В конце концов, все это не о том, чтобы что-то кому-то доказывать. Не о том, чтобы выигрывать споры, не о том, чтобы заставить замолчать сомневающихся, и не о том, чтобы вынуждать других видеть то, что видим мы. Речь идет о ценности момента, маленького, простого, но наполненного смыслом, который сам по себе говорит честнее, чем тысячи слов объяснений. Тэхьон и Чонгук никогда не вставали перед нами, чтобы что-то декларировать. Они никогда не просили мир понять или принять их. Все, что они делают, это остаются самими собой. Присутствуют с той естественностью, которую так трудно подделать. И именно в этом заключается их сила. Когда что-то не выглядит искусственным, не навязано и не скрыто, оно всегда ощущается более настоящим. Этот момент, то, как они стоят так близко друг к другу, как их руки без колебаний переплетаются, как их улыбки выглядят застенчивыми, но спокойными, не нуждается в чрезмерном анализе, чтобы обрести значение, потому что тепло, исходящее от него, уже достаточно для любого, кто готов смотреть с открытым сердцем. Это тот тип близости, который не рождается за одну ночь, а вырастает из доверия, времени и чувства безопасности, построенных на протяжении многих лет. Возможно, именно это многие часто забывают. Самые искренние отношения не всегда самые громкие. Они не всегда появляются под яркими софитами или сопровождаются громкими признаниями. Порой они проявляются в самых простых жестах, в выборе стоять рядом, в решении не отпускать руку, в комфорте быть собой без страха быть осужденным. Тэкук не пытаются что-то сказать миру, и все же мир слышит, не потому что они кричат, а потому что их тишина и естественность звучат необычайно громко. И для тех, кто терпеливо ждал, внимательно наблюдал с любовью и доверял тому, что видел и чувствовал, этот момент ощущается как по-настоящему заслуженный подарок. Мы живем в мире, который часто требует мгновенной ясности и однозначных ответов. Но не всему прекрасному нужны ярлыки. Не каждые отношения должны быть объяснены напрямую, чтобы считаться подлинными. Иногда уважать чье-то счастье значит позволить ему просто быть, без требований, без давления и без чрезмерных ожиданий. Видеть Тэхьона и Чонгука такими, свободными, спокойными и по-настоящему счастливыми, это мягкое напоминание о том, что они, за пределами статусов и софитов, остаются людьми, которые имеют право на близость, поддержку и тепло, не обязуясь все это объяснять публике. И если в какой-то момент они решают поделиться подобным мгновением, наша задача лишь принять его с искренним уважением. В конечном счете каждый будет воспринимать этот момент по-своему. Кто-то увидит в нем случайность, кто-то просто дружбу, а кто-то нечто гораздо более глубокое. Все это допустимо, но одно трудно отрицать. В тот момент Тэхьон и Чонгук выглядели счастливыми, а искреннее счастье всегда находит способ ощущаться настоящим. Возможно, именно поэтому такие мгновения так глубоко западают в душу. Не из-за драмы, не из-за спекуляций, а из-за своей честности. Потому что посреди шумного мира нам дарят небольшой фрагмент теплой тишины.
и этого уже более чем достаточно. И пока они продолжают идти своим путем, рядом друг с другом, в пространстве, которое кажется для них безопасным, мы всегда будем здесь. Наблюдать, ценить и хранить эти моменты как напоминание о том, что самые крепкие отношения часто не нуждаются в объявлениях, их достаточно просто почувствовать.